Вот они, эти двое из ларца, одинаковых с лица. Перед вами стоит широкоплечий здоровяк с холодными жестокими глазами. Он о чем-то тихо переговаривает со своим товарищем, но при виде вас поворачивается и смотрит на вас из-под лобья. На его лице появляется неприятная улыбка, так будто он планирует на ваш счет что-то нехорошее. Привет, меня Дэн послал. Ты случайно не Шишак? Может он, а может и не он. А что тебе Дэн сказал? Просто обратиться к Шишаку насчет проверочного задания. Мужчина сплевывает и опрокидывает вас холодным взглядом. Наконец, нарочно, безразлично пожимает плечами, достает большую связку ключей и начинает неторопливо их перебирать. Ну ты, собственно, по адресу, сынок. Шишак это я. Не упади в обморок от счастья. Терпеливо ждать. Шаг начинает насвистывать какую-то мелодию, он явно перебирает ключи уже по второму кругу и совершенно не планирует как-то ускорять этот процесс. Но это проверка моей того самого выдержки. Нужно эту дверь отпереть, сынок, а тут ключей море, причем добрая половина из них вообще ничего не открывает в лагере, просто была на связке уже. Так отцепил бы, дебич, когда я ее нашел. Все никак руки не дают нужные от ненужных отсортировать. Надеюсь, ты понимаешь. Терпеливо ждать. Шаг задевает в кулак, лениво похрустев шея, снова начинает перебирать ключи. Он не торопится, периодически перекидывает ничего не значащими фразами со стоящим рядом человеком и вообще тянет время. Какой же подходил? Ну, никак не вспомню. Вот ведь зараза, ну извини, сынок, просто все из головы вылетело. Прям так неловко, так стыдно. Ух, как стыдно. Да-да, верю. Молча кивнуть. Время течет. Шишак, кажется, вообще забывает и о нужном ключе, и о вас, и обо всем на свете. Он просто уснул с этими ключами, перебирая. Он нарочно, медленно и задумчиво вводит пальцем по связке, сладко протягивает и только периодически поднимает на вас взгляд, чтобы тихонько усмехнуться. Наконец он щелкает пальцами и, довольно хлопнув себя по бедру, вытаскивает один ничем не примечательный ключик. О, вот он, родимый. Ну что, видишь, как я быстро? Да, уже потемнело. Очень быстро, братиш. А ты меня подгонялся, как больной, ей-богу. Ну, наконец-то. Черепок. Я его, кстати, не подгонял, я просто молчал. О, местный товарищ на толчке. Перед вами стоит Шишак, широкоплечий здоровяк, с холодными жестковатыми глазами. Он смотрит на лежащего у его ног связанного мужчину с кляпом во рту. Человек старательно не смотрит на собравшихся и сжимает голову в плечи, будто опасается в любой момент получить удар. Смотри, сынок, это наш гость, занял целую комнату, расслабляется. Он резко садится на корточки рядом с пленником, отчего тот инстинктивно отшатывается в противоположную сторону и еще сильнее сжимается. Шишак начинает ритмично хлопать в ладоши рядом с его головой, с каждым хлопком вызывая нервное дергание своей жертвы. Опа-опа, сверкает твоя попа. К вам приехала на праздник Снегурочка на дрезине. Подходи смелей, солдатик, можно без резины. Чё ты такой дерганый? Не дергайся, кому говорю. В глаза смотри, падла. Пленник, пугливо моргая, осторожно поднимает слезящиеся глаза на Шишака. Тот цокает языком и прикладывает к его лицу немаленьких размеров кулак. Пленник обреченно зажмуривается. Но Шишак только усмехается, отряхивая штаны, встает. Он смотрит на вас и разводит руками. Он у нас нервный и неразговорчивый. Правда, это может быть из-за кляпа. А кто он такой? Да чмарь один из отрадного. Много болтал, много богатствами понтовался. А стоило оно того? Я так не думаю. Вот теперь в нашем люксе оттирается. Причем его вежливо спрашивал поначалу, мол, где деньги? Все забирать не будем, просто поделись с хорошими людьми. А он визжит, что наговорил глупости, что нет у него ничего на самом деле. Блефует, я тебе отвечаю. Ага, и что от меня требуется? Смотри, твое дело проще пареной репы. Шишак засовывает руку из-за пазухи и достает оттуда пистолет ТТ. О, вот это я понимаю. Он протягивает его вам. Понятно. Рукояткой вперед. Вот тебе пистоль. В нем один патрон. Вот этот хмырь связан, и остальное за тобой. Даю полный карт-бланш. Можешь его сразу преселить, можешь помучить, как у тебя душа лежит. Так и поступай. Все равно он завел свою шарманку.
что типа у него нет ничего, что он никакой не миллионер на самом деле. Такого только могила исправит. Ну или живительные побои по важным органам. Связанного пленника начинает бить крупная дрожь. Он что-то громко мычит под кляпом, то с надеждой поднимает на вас глаза, то в страхе опускает голову. Очевидно, ожидая от вас самого худшего. Шишак отходит на пару шагов и с интересом начинает наблюдать за происходящим. Второй бандит присоединяется к нему. Да чё его мучить, сразу же жбан, и все. Он уже и так, наверное, устал. Его бьют, и все такое. Вы поднимаете пистолет на пленника, связанный человек начинает тихо поскуливать и медленно отползать от вас. В его застывшем на дуле ТТ взгляде читается мольба и страх. Стрелять в голову. Не, ну а чё, если в живот, то будет долго подыхать, в ногу тем более, а в голову раз и все. И тишина. Вы нажимаете на курок и вместо выстрела слышите только характерный чик. Мой любимый звук в шутерах. Когда у тебя начинается особо важная заварушка, ты просто наводишься на врага и слышишь этот звук чик-чик. Ты понимаешь, что тебе жопа. Магазин пуст. Вы удивленно смотрите на Шишака. А живой и здоровый пленник в это время беззвучно рыдая сжимается на полу. Шишак весело подмигивает вам и берет из ваших рук ТТ. А ты думал, что он заряжен, сынок? Юморист. Это чудом избежавший смерти фрукт нам еще пригодится. Чую я, что он не все еще нам рассказал. Но ты себя, конечно, тоже с интересной стороны продемонстрировал. Вот так бы и пристрелил? Эх, шнырь-консумер. Мужчина подзывает своего товарища и что-то тихо говорит ему. Затем он хлопает его по плечу, и шнырь, легко кивнув, срывается с места и выбегает из комнаты. Давай, ступай, посмотрим, что тебе Дэн скажет. Интересные у вас тут проверочки. Бывай. О, уровень. Найс. Мобо. Все. Теперь у меня навыки на высоте. Я смогу все продать, кому захочу. И кому не захочу тоже. Да. Погнали к Шишаку. О, кстати, может быть, этот доктор закончил тут у нас. Давай с ним поговорим. Доктор Микоян критически осматривает раненого бандита и одновременно собирает свой потрепанный саквояж. При виде вас он слегка, едва заметно, кивает в знак приветствия. Бля, вот чего не ожидал, так это того, что буду самовольно помогать этим сомнительным личностям. Впрочем, и люди это есть люди. Есть плохие, есть хорошие. Даже бандиты не все конченые отморозки. Бывает. Ладно, молодой человек, не лезьте мне под руку, пожалуйста. Не видите, что я сейчас немного занят? Скоро пойду обратно в деревню. Там и поговорим. Здешний контингент даже обещал выдать мне конвой. Тогда не буду отвлекать. До встречи. Чё ты там, живой? Подлатали? Полегчало мне, мужик, реально полегчало. Только от таблеток докторских в сон постоянно клонят, но может даже выкарабкаюсь теперь. Спасибо тебе и доктору спасибо. Не ждал. Братишки, дай, слушай, о награде твоей. В тумбе погляди у кровати. Я пацанов туда весь свой хабар сложить попросил. Все твое, мужик. И уснул. Ну и ладно, в тумбе все мое. О, нормально. Ого. Прям вкусно. Прям. Бля. О, как раз 600-ку. Чик. Бля. Кирпичик, мой любимый мораль. Придется выкинуть, наверное. Сколько он там? Ни хрена. Ну, так-то лучше. Без кирпичика один выкинул и все. И налегке. Ну, с чем пожаловал? Все готово, я выполнил проверочное задание. Дэн кивает и, достав из-за пасухи свой блокнот, быстро проверяет с какими-то неизвестными записями. Наконец он прячет блокнот обратно в пиджак и снова смотрит на вас. Это мы оба и так уже знаем. Любопытный ты персонаж. Это почему? Да мне просто показывало, что ты не из тех, кто вот так вот, с глазом не моргнув, готов убить человека. Меня твоя мотивация интересует. Рассказывай. Тот мужик и так настрадался. Пуля для него была бы знаком милосердия. Фу. Как бы жизнь подбросила. Целостивый дурак. Что может быть еще хуже? Твоя порода столько дерьма в мире натворила, что не разгрести. Эх, ладно. Если направить твои сомнительные качества в правильное русло, то и они могут пригодиться. Тут только вопрос, как бы тебя применить. Молча слушать дальше. Значит так.
Хотел я тебе другое дело поручить, но раз ты показался таким странным типом, то будет тебе еще одна работенка. Нужно разобраться с очень плохими парнями. Продемонстрировать им милосердие, как ты его называешь. Осветить их детали, сударь. Господин Дэн. Недалеко от завода есть хибара, в которой группа хитрых мужиков додумались начать варить самогон. Опа, ни хрена себе. Вот это я понимаю бизнес. Охотников выпить в наших краях всегда много, поэтому дело у этих кооператоров с каждым днем только в гору идет. Денег и всякого добра у них хоть лопатой греби. А вот делиться они не любят. Твоя задача проста, как дизайн дубинки с гвоздями. Отправляйся к ним в берлогу и любыми подручными средствами убеди их перейти на нашу сторону. Иными словами, самогонщики должны платить нам дань за защиту. Или лишиться всего. Ясно. С чего мне начать? Как с чего? Иди к самогонщикам и пытайся убедить их платить нам дань. Дай сюда свою карту и отмечу, где находится их лагерь. Вы протягиваете карту Дэну, и тут уверенно потыкает в ней карандашом дырочку. Очевидно, что на том месте, где находится злополучная изба. И резким движением главарь протягивает вам карту обратно. Вот это место. Задание получил, теперь ступай. Ну тогда я пошел. Вот сюда хочу. Там мне обещали напарника какого-то 100 лет назад. Я сюда могу заглянуть, нет? Могу. Чё тут у нас? Гриб. Это хорошо. Второй гриб. Что-то еще интересного есть. Еще гриб. Это я удачно заглянул. Удачно. Мухомор лишними не будут. Если что, можно съесть. Если что, можно продать. Есть, конечно, думаю, нежелательно. Здоров, местный начальник, что скажешь мне? Перед вами сидит хорошо сложенный мужчина, на вид служивому лет 50. Об этом говорит и редкая прорезь в черных волосах, и тяжелый взгляд опытного бойца. Выглядит как покерфейс, пронизывающий вас насквозь. Даже в том, как он держится, видна эта особая довоенная закалка, к которой примелькалась вам еще в рядах атома. Мужчина коротко кивает вам. В этот момент вы замечаете необычный оберег, вот этот свешивающийся с его шеи. Не нужно быть экспертом по оружию, чтобы понять, что это боевой патрон, аккуратно припрятанный к серебристой цепочке. Она черная, не серебристая. Это не то. Может, серебро сгнило, конечно, но, по-моему, это просто ниточка. Вы также замечаете ряд странных царапин на поверхности талисмана. Не вижу, наверное, маленькие. Здравия желаю, товарищ. Ну чё тебе? Извини, я тут просто мимо проходил, есть пара вопросов. Мужчина удивленно приподнимает бровь. Не знаю, как это бы выглядело, ну да ладно. Да? Ну задавай, что за история с этим талисманом? Мужчина секунду косится на свисающий с его широкой и мускулистой груди патрон, после чего безразлично отмахивается от вашего вопроса. Так, трофей. Я использую свой навык внимание. Это очень полезный навык, который в реальной жизни у меня отсутствует. По-моему, ничего простого тут нет. Что, например, за эти царапинки на патроне значит? Но мужчина раздраженно хмыкает и опускает взгляд на свой берег. Глазастый, блин. Только это не царапины. Это имя гражданина одного. Костихама. Кто он такой, этот Костяхам, чтоб прям личный патрон заслужить? Мужчина звучно вздыхает и обращает свой взгляд в одному ему виданные дали. Эх, из совсем другой жизни история. Из моей, но иногда даже забываю. Начинаю думать, что из чьей-то другой. Из жизни простого солдата, который после того, как война случилась, в родную деревню вернулся. Из счастья к отцу, к матери, к сыну, к жене, вторым ребенком беременной. Причем повезло ему, этому сопляку. Все застало. Почти таких же, как полгода назад оставил. Те же лица, те же дома. Только вокруг все одичали. Первая после войны зима настала. И пошли набеги. Сперва хитрые, ночные, с масками на рожах мародеров. Потом уже открытый гоп-стоп, ни стыда, ни совести. Дернул, черт меня, организовать сопротивление. Поначалу шло тяп-ляп, а потом с мужиками простыми штатскими первые в жизни набег отбили. Да еще и положили полбанды из ружей охотничьих. Представляешь? Да и из Макарова моего, который из части прихватил. Думали, станет тихо. Молча слушать дальше. Так нет, наоборот. Больно мы в том бою авторитета местных беспредельщиков ужали.
Со всем своим воровским кагалом он в одну ночь пришел под наши души. Костя хам, который, говорят, целую колонию особого строгого режима под свою власть объединил и сделал скоординированной армией. Не до сопротивления стало, когда против каждого из нас по 10-15 отморозков с калашниковыми. Выстроил всех местных Костя хам на центральной улочке моей родной деревни. Вывел меня и еще 2 ребят перед селом. На колени встать заставил. Постыдно так. И давай отчитывать, ну как маленьких. Без зла даже в голосе, а так, сукаризной. Чего, мол, против новой власти полезли? Чего это за партизанская война такая? Я, между прочим, вас тут охраняют, головорезов похуже. Я, между прочим, феодал. А это не гоп-стоп, а сбор налогов. Я, между прочим, пекусь о вас, душой за вас страдаю. А теперь вот так вынудили меня силу проявить. Молча слушать дальше. Закончив свою речь, ублюдок сел передо мной на корточках. Глаза в глаза смотрел. Ласково так. В руках мой Макаров, покручивая. А потом говорит: не буду я тебя убивать. Быстро после этого развернулся. Прямо молниеносно. Бах! Жена моя Леночка упала. Сережка к ней сразу кинулся. Мама, мама. Бах! Сережка тоже упал. Бах! Мать моя упала с дырой в груди. Бах! Отец. Бах-бах! Друзья мои Иван и Стасик с ровными дырочками во лбу. Я уже на коленях к тому времени стоял. Я на четвереньках стоял. Землю грыз, выл, скулил как пес побитый. Рыдал. Рыдал и молил о смерти. Землей слезами давился. Ничего так никогда не хотел, как умереть в тот момент. Но когда Костя хам наконец-то навел на меня мой же ствол и на курок нажал, оттуда только щелчок донесся. Патрон в патроннике заклинил и через гильзавод в грязь выкатился. Представляешь? Заклинил последний патрон. Мой патрон. Мой. Мужчина, дрожащей рукой, перехватывает свисающие с цепочки патрон и сжимает кулак добила. А теперь его, клянусь именем своих родных, эта пуля еще встретит Костю хама. Тяжелая история, мужик. Ой, какая тяжелая. Мужчина горько вздыхает и расслабляет хват. Вот поэтому мы к ней никогда больше не вернемся. К истории. Погоди. Но Костю этого нужно же наказать. Нужно, но где же его теперь найти? Мы в то время далеко жили на севере. Здесь его ближайший аналог это только Дэн с завода. Но даже Дэн бледнеет рядом с этой мразью. Черт, как я же хотел провернуть с хамом то же самое. Тише, а кто его знает? Может я в своих странствиях его встречу? Тогда тебе сообщу. А может ты сам кончу, как получится. Да, ты прав. Ты чертовски прав. Знаешь, если встретишь когда эту падлу, передай. А я за наградой не постою. Да какое там, я ноги тебе целовать буду. Только если встретишь, оставь его мне. Обязательно. Костя хам твой. Мужчина кивает, на его лице расплывается зловещая улыбка, а кулаки сжимаются. Ладно, пойду я. Заключил контракт. Выгодная сделка. Денежку дадут. Может быть, если повезет, денежку дадут. Если нет, то нет. А сейчас шли уже дойдем что-то до этого красноземного. Давай встретим, поговорим, что за житель интересный местный, не местный. Где житель? Вы видите усталого парня в защитной маске. Он прячет в карманах ручного паука и протягивает вам руку. Доброго времени суток. Тебя как звать-то? Максим? Абдулов. Чем занимаешься? Я работаю пастухом, он видел. Сейчас вот подумаю о смене деятельности как-то. Когда путь держишь? Двигаюсь в Йойск. Такие дела. Может, слышал что? Короче, слушай сюда. Я слышал, будто в поселке Золотой Пионер не понять, что творится. Беата, богиня свеклы, объявила 3 года без урожая. Так люди теперь вынуждены корой питаться. Понимаю, как кроллы. Такие дела. Ладно, мне пора. Такие дела, такие дела. Хрена тут. Нормально. Можно месяц питаться. Вообще как-то пастух с одной овечкой как-то не очень. Не очень. Конечно, прикольно, да? Но нет. На меня туда не впустят. Обои. Ладно, на этом, пожалуй, пока становится. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Да? Глазастик.